Я знала, книгу можно закрыть, оставить между страниц закат, вернуться домой, заварить себе чай и больше не думать, что было там. Но почему на моих руках то пепел, то холод чужих дождей? И почему незнакомый герой смотрел на меня, будто знал много лет? Я думала, это всего лишь слова, пока однажды в ночной тишине книга, которой не было здесь, сама не открылась на мне. Я прожила 1000 миров, и каждый остался во мне. Я закрывала последнюю дверь, а город горел в моем сне. Я прожила 1000 чужих судеб, но все они помнят меня. Я думала, это я их читаю, а кто тогда пишет меня? Олень уходил в серебряный лес, и ночь возвращала украденный свет. Горы молчали у самой черты, а город стирал имена и следы. Я знала их боль, я помнила тех, кого никогда не могла повстречать. Но стоило новую книгу открыть, они начинали меня узнавать. На полке все больше знакомых миров, а в комнате меньше обычных вещей. И кто-то меняет страницы местами, пока я не вижу дверей. Я прожила 1000 миров, и каждый остался во мне. Я закрывала последнюю дверь, а город горел в моем сне. Я прожила 1000 чужих судеб, но все они помнят меня. Я думала, это я их читаю, а кто тогда пишет меня? Если все это выдумано, откуда на пальцах зола? Откуда мое отражение в книге, которой вчера не было? Если герои придуманы мной, почему они знают мой страх? Почему на последней странице мое имя написано не моей рукой? Может, я вовсе не читатель? Может, я дверь? Я прожила 1000 миров, теперь они дышат во мне. И если однажды исчезнет мой дом, я знаю дорогу во тьме. Я прожила 1000 жизней подряд, но больше не знаю, где я. Я думала, это я их читаю, но может быть все эти 1000 миров читали меня. На полке осталась последняя книга без имени, без первой страницы.